22 июня 1941 года мне исполнилось 13 лет. Папа мне дал какие-то денежки, и я пошла гостинцы себе покупать. Этот магазин на улице Зайцева, угол Зайцева и Стачек. Вот он и сейчас есть. Ну вот. И там репродуктор висел большой. Им толпа народу. Мы остановились и не поймем, в чем дело, с подругой были. Объявляет Молотов, что началась война, что Гитлер напал на нас. С 7 июля подогнали автобусы, и нас посадили в автобусы, и, подготовили мешочки там, у кого... Тогда же не было такой амуниции, как сейчас. Это вещички собрал, кто соседи собрали, нас эвакуировали. Посадили, значит, я думаю, на Московском вокзале и повезли куда-то. Мы не знали, куда повезли, но оказалось, в Кировскую область повезли. Повезли там, довезли до Просницы, до станции Просница. По дороге, значит, встречались эшелоны, которые в другую сторону шли. Там эти заключенные нам выбрасывали какие-то безделушки, маленькое окошко. Ну вот. И мы, значит, в общем, до станции Просницы мы доехали, нас высадили. Там большой-большой сарай, помню, и у нас наши эти вещички нас взяли и сказали: ищите свои вещи. А там гора этих всяких мешочков, не было таких рюкзаков, не было таких сумок, как теперь. И мы, значит, там рылись, свои не нашли вещи так, и подали подводы, нас повезли по деревням. И вдруг, значит, сообщают, что, значит, наступают немцы. И уже слышны мотоциклы, слышно какой-то гул, что в соседней деревне уже немцы. И мы собрались бежать. Несколько человек 5, бежать в Ленинград обратно. И я говорю там ребятам, что учителя должны после этого, после обеда, они обедают после нас, и потом у них совещание всегда, там отдельный сарай, они совещаются. А я говорю, когда пойдут на совещание, мы в это время уйдем, поедем в Ленинград. Вот. И, значит, собрались уже все. И вдруг, значит, я убираю столы, там вытираю, и вдруг бежит этот Лёша, кричит: «Зина, твоя мама приехала». Представляете? Твоя мама приехала, а я бы сегодня убежала бы. Мы бы с ней разминулись, и все, у нас бы не было ни ее, ни меня, к немцам попали, может, или куда. Ну вот. 2 девочки еще из нашего дома попросились с мамой: возьмите нас. Мама говорит: я не могу, может, вашей уже нету мамы, там, может, они не живут, вы их эвакуировали в другое место, как же я вас возьму? Но все равно взяла все равно. Мы приехали, опять в подводу где-то наняла, и мы приехали на станцию Просницы. Помню, темно очень было. И стоит не эшелон, а поезд, обыкновенный поезд стоит. И прохаживается эта проводница у одного вагона. Мама подошла, что-то с ней разговаривала, а та, значит, крутит головой. Я сейчас вижу это в глазах. Значит, отказывается нас взять. А потом она согласилась. А деньги-то какие были? Не было денег, там семья такая. Но согласилась, за что она там согласилась. И говорит, пойдет контроль, вы, говорит, одна в багажник прячьте, а 2 я закрою на ключ в туалете. Так она и сделала. И я помню, после этой поездки на станциях останавливали, на какие станции за горячей, там кипятком бегали там. И помню только Волховстрой. Я хорошо помню Волховстрой. Волхов проезжали, и это мост через Волховстрой, и налетел немец, это фашист, и стал бомбить этот эшелон. А в конце каждого поезда всегда была зенитка, платформа с зениткой. И зенитка стреляла, конечно, не попала.
Ну вот, и бомбы это, в воду падали, и вода заливала вагон, заливала. Вот это я помню хорошо. Стекла заливала водой. Вот. Ну, в общем, привезли нас в Ленинград обратно. Мама была в отряде санитарной дружине в доме, вот на 2 дома. Напротив доме внизу было бомбоубежище. Там эти стеллажи сделали, и таких немощных, больных там и с детьми там жили в этом подвале. Мы, ребята, подростки, подносили им туда то, что надо, что они просили. Воды там что-то, купить, может, в магазине что-то. Наш отряд был наверху на чердаке в этом доме, на 2-й корпус, дом 108 тогда был, не 92, а 108. И мы там носили туда песок наверх, воду, бочки были, и дали нам щипцы, бомбы, что зажигательные, топить или в песок, или бросать. В общем, у нас отряд был. А эти внизу дружины, мама кричала мне: мы вылезем на крышу, когда летят немцы. Нам интересно. Ну, подростки, есть подростки. Уйдите туда, уйдите внутрь, не вылезайте на крышу. И однажды смотрим, туча самолетов, туча просто, вот такая вот, как будто они склеенные, вот так летят черные. И вот так как-то они то выше, то ниже, то выше. И гул такой у них. И пролетели. Наша зенитка стреляет, много этих шариков, осколки к нам падают. Но один только самолет сбили. И пролетели они на город. У нас окраина. На город пролетели, и начались пожары. Везде огонь. Вот там в одном месте, то в другом огонь. А в одном месте справа как-то города черный дым, огромный такой вот столб черного дыма такой и огня. Мы ж не знали, что это такое. Оказывается, это 8 сентября, день блокады, начало блокады считается. Ага. Это как раз разбомбили Бадаевские склады. Вскоре начали переселять в центр города, потому что уже немец совсем близко. Постачек была булыжная мостовая, не асфальт, а булыжный. Вот как вы в кино, может быть, на картинках видите, у меня много было открытых там таких потом. И это беженцы со всех дачных мест. Дачное, Лигово, там, Стрельно, там, оттуда, Петергоф. Оттуда беженцы с детьми, за плечами дети, так за руки. Шли вот прямо толпой. И нас эвакуировали. Мы тоже шли. Я не знаю, до какого мы места шли, где вот теперь Трефилево. Там, я помню, кот, он сидел на плече у папы, он никак не хотел уходить. Папа его стряхнул там, я запомнила. Я вам потом про кота расскажу, почему я его вспоминаю. И нас поселили на Васильевском острове, на 3-й линии, полуподвальное помещение. Там жила какая-то моей бабушки, какая-то дальняя родственница. В общем, там поселили у них. На кухне 3 семьи из Кировского района. Там я в этом Новосильевском увидела первую упавшую от голода женщину. Нам давали на карточке 1 талончик к празднику, водку или вино. Это спасение было. Мы на этот талончик меняли хлеб на хлеб меняли, у военных в основном. И нам объявили, что выдача будет вина. И у нас мы прикреплены были к магазину. И я стояла в очередь такая большая во дворе. Я стояла, и что-то я пошла, у меня рядом недалеко дом, где я жила там. Я домой должна была сходить. Я говорю, я пойду схожу. Пошла, и передо мной упала женщина.
мертвые. Все, кто там шел, подбежали, ее тормошили, но она мертвая. Тогда не знали, что это она от дистрофии, от голода умерла. Мы забыли, что это месяц короткий, февраль. И я уже на 2 дня позже пошла за карточками. В окошко подошла, ну, говорю им, карточки мне. Какие карточки? Такая грубая женщина. Уже идет март месяц. Нет, февраль уже вот на начало, сколько дней прошло. Я говорю, что я не получала карточки. Никаких карточек. Ну, в общем, она грубо так. Я посидела там на ступеньках, опять к ней подхожу. Не дайте мне карточки. Мне же умрет мама там. Ну, вот. Нету карточек. И я сижу, плачу на ступеньках, а уже темнеет, там мне домой надо еще дойти, туда, к Нарвским, из Васильевского острова. Идет мужчина какой-то, поднимается тяжело, так поднимается. Вот я все в глазах это сейчас вижу. И говорит: девочка, ты что плачешь? Что ты здесь делаешь? Уже темно, скоро закроется. Я говорю: мне не дают карточки. Он говорит: как не дают карточки? А почему? Ну, спросил меня, почему мне не дают. Я говорю: я опоздала, мы не знали, что короткий месяц, и мы живем там-то. И он говорит: ну-ка вставай, давай, поднял меня. Пойдем, покажи, какое окошко. Он мне показал, он туда вошел. И слышала я, он там громко так говорит. Вы знаете, откуда она пришла? Она пришла с Кировского района. А вы, говорит, куда вы дели карточки? Ну, кому вы отдали? И говорит: ну вот, возьми свои карточки. Мне в окошко туда. А потом вышел, говорит: иди, ты дойдешь? Я говорю: дойду. Ну вот, я такая радостная, что мне отдали карточки-то. И я вот пришла ночью, не знаю, сколько это было, и я вот так толкнула дверь. И вижу, мама сразу ой, жива, жива, жива. Она уже думала, что я не приду. А она как раз сидела около самой двери. Ну вот. И она я смотрю, это койка, бабушка, именно койка. Она спала на ней, покрыта белым. У нас единственный был пододеяльник с собой. И накрыто. Я говорю: а это что? Она говорит: бабушка умерла. Бабушка, значит, и не дождалась меня, и карточек не дождалась. Пошли папу навестить в лесной порт с мамой. Пошли, мы рядом, лесной порт с нашим домом. Пошли навестить, и приходим, а выносят носилки нам прямо в двери. А мы посмотрели на кровать, его нету. Это его выносили мертвого в столярную мастерскую. Вынесли на улицу его. Кто-то его там снял валенки. Дали двух женщин в помощники. Они потребовали, значит, хлебные карточки. Мы отдали свою карточку им хлебную, чтобы они помогли маме свезти. И гроб, чтобы сделали, он в лесном порту, и чтобы не так вот его, как обычно, заворачивали во что-то и везли, как дрова, люди мерзлые. Ну вот, и они до Нарских довезли и бросили ее. И она одна везла на Волковское кладбище папу. Она. И хорошо, вот там, когда выдавали, ну, они где-то там сдавали трупы, а потом им отдавали документ похоронный. И хорошо там раздавали, и еще уже тоже темно, а они говорят: да больше это на следующий раз получите. Хорошо, что ей, она говорит, я руку протянула, мне в руку вложили. Кузнецов Павел Егорович. И вот и говорит: хорошо, вот и сейчас это есть. Ну вот, и ее нет, еще бабушка была жива. Нету ее, нету. Но мы с ней разговариваем, бабушка, она говорит: ну, наверное, мама не придет. Наверное, ты осталась одна. Я скоро тоже умру. А ты останешься одна. Ты старайся, держись, ходить. Я говорю: хорошо. Я говорю: ну ты не умирай. Вот, а пришла, она умерла тоже.
Я все ходила, промышляла, всё где-то чего-то. Вот эти дома ломали, а я ходила вот по этим развалинам, что-то я выискивала, одеть что-то. Потому что мы же ушли из автова, мы только с картошкой мешочек взял папа, и все. Ну вот. И это я все время ходила. А весной у Кировского завода была застава. Был пост, это военный Ага. стоял. По путям, по этому мосту перед Кировским заводом ходил часовой. И я, значит, ходила через насыпь, вот траву, лебеду искала. Лебеду, вот лебеда самая лучшая. Ну вот. А с собой у меня пол-литра. Мгм. Как раз праздник какой-то должен был быть. Ага. Перед праздником выдали. Но вот я, значит, подхожу к дому, к своему, и стою на окна, смотрю, как сейчас все время хожу туда. Его ремонтировали, все равно он такой захолустный какой-то. Ну вот, и это стою на окна свои, смотрю, и мне все кажется, что там мои дома все. Что... Ну вот, а военный идет и говорит: что ты, девочка, стоишь? Я говорю: а я здесь жила, это мой дом. Как жила? Я говорю: да, здесь мы жили. Я говорю: вот. А как же ты прошла сюда? У Кировского завода. Он говорит: ну как? А я на него смотрю, молчу, думаю, меня обратно сейчас отправят еще. Ну вот. И говорит: это, у тебя что, есть? Я говорю: есть. Ну так ты что, говори, давай, это, что тебе надо? Хлеба? Я говорю: да. Он мне, а буханочки маленькие такие были. Ну, как и сейчас, наверное, грамм 700, это мне эту буханку хлеба. Ну, ты довольна? Я говорю: довольна. И вот я такая счастливая, что я раздобыла. И думаю, пойду я за дом. Это самое, там трава, наверное, хорошая. А сараи там были и дровяные, и кто-то держал скоты, и поросят держали. Ну, вот, почти окраина города это была. Наш единственный первый дом там был. Ну вот. И я пошла и нашла пол от своего сарая. Сарая-то нет, а пол есть. Растаял снег. Ну, не знаю, какой месяц был. Наверное, конец марта или марта, может быть. Растаял. И кот мой лежит. Лежит кот. Он нашел свой сарай, нашел там, вот и умер там. И вы что думаете, я сделала? Я встала на одно колено и давай с него эту шерсть сдирать. Шерсть, и съела кишки у него. Сколько он лежал, когда он умер, когда он замерз. Я съела кишки вот эти. Вот я хочу сказать, что значит блокада.